Ты вручил Дегизу армию из выносливых, закаленных в боях солдат. Армию, способную уничтожить 20 армий Лиги. И если однажды Дегизу взбредет в голову стать королем Франции, ему стоит только развернуть своих трубачей на Париж и скомандовать вперед. И он это сделает. Я его знаю. Ты позабыл об одном. Мой великий политик. Как? Разве есть еще 4-й король? Нет. Но ты забыл, что прежде чем мечтать о французском троне, надо бы оглянуться назад и посчитать своих предков. Когда такая мысль приходит в голову моему родному брату, это куда ни шло, потому что речь идет только лишь о первородстве. Но герцог де Гиз, мой дорогой друг, подзаймись-ка геральдикой и вспомни, чей род древнее, французские лилии или лотаринские дрозды. Вот тут как раз и заключается ошибка. Потому что эти дрозды хотят взлететь так же высоко, как орел Цезаря. Посмотри это. Ну, что скажешь, Генрих? Нас, кажется, с нашими лилиями малость обскакали, а? Где ты взял эту генеалогию? Под подушкой у одного нормандского адвоката. Как зовут адвоката? Его звали мэтр Николя Давид. Где он жил? В Лионе. Кто сделал это? Один мой хороший друг. Чем он занимается? Проповедует. Монах. Да. Как его зовут? Гранфло. Что? Этот мерзкий легист, который произносил эти омерзительные речи в аббатстве и на улицах? Вспомни Брута. Он тоже прикидывался безумным. Значит, монах извлек из-под подушки у адвоката? Извлек? Ха! Силой вырвал. У Николя Давида, этого бритера? Да, у этого бритера.
И, совершив подобный подвиг, он не пришел ко мне просить награду? Ах, Ваше Величество, он скромно возвратился в свой монастырь. Да. Шико, Да, Ваше Величество. даю слово дворянина, что этот человек получит аббатство, как только освободится место настоятеля. Благодарю вас, Ваше Величество. Диана, сестричка, как я счастлива. Мы с тобой опять вместе. Как в детстве. Здесь все так знакомо. Те же цветы, те же дорожки, моя любимая река. Птицы поют. Ах, как красиво. Да. Да, кстати, ты так и не рассказала мне, что было с тобой в Париже. Расскажи мне, сердечко мое. Мне нечего рассказывать, просто я счастлива, что вернулась домой. Ты счастлива? А что же тогда означают голубые тени под печальными глазами? Такие бывают от бессонных ночей. И почему я не вижу улыбки на твоих губах? Диана, сестричка, у тебя есть что рассказать мне? Да нет же. Значит, ты счастлива с господином де Монсоро? Зачем ты произнесла его имя? Ну вот, ты опять сердишься. Кстати, твой отец говорил мне, что господин де Бюсси отнесся к тебе с большим участием. Господин де Бюсси – один из самых блестящих придворных. Он необыкновенно обаятелен и умен. Он сочиняет замечательные сонеты. И он самый храбрый рыцарь из всех, кого я знаю. Но не считая Сен-Люка, конечно. Хватит. Господин де Бюсси забыл обо мне. И правильно сделал. При дворе столько прекрасных женщин. А я лишь жалкая провинциалка. Я оказалась недостойной своего счастья. Я струсила. Ты струсила? Ты, моя храбрая Диана. Да я никогда не поверю в это. Да, Жанна, я струсила. Я допустила оглашение моего брака и явилась перед взорами всего двора, как графиня де Монсоро. Понимаешь, если бы я действительно любила, разве я позволила бы это? Но я не могла поступить иначе. Скандал мог опозорить имя моего отца. Ты сама себя обманываешь. Да, ты права, Жанна. Я обманываю себя, чтобы не думать о самом страшном. О чем же? Диана, друг мой, да что с тобой? Он уже не любит меня. Да это неправда. Ну что ты придумываешь? Это правда, Жанна. Он знал, что я не люблю господина де Монсоро. И тем не менее даже не попытался удержать меня. Ты сама в это не веришь. Ты знаешь обратное, лицемерка. Тебе легко говорить. Потому что господин де Сен-Люк взял тебя в жены наперекор воле короля. Он похитил тебя. И ты платишь ему за опалу изгнания своей любовью. И щедро плачу. Жанна, ведь он все знает. Кто? Господин де Бюсси. Я доверилась ему. Ну и правильно сделала. Уж кому-кому, а господину де Бюсси можно доверять. Ты же знаешь, как он помог нам с Сен-Люком. Не смейся надо мной. Ты не понимаешь, как я страдаю. Ведь он знал, что я покидаю Париж. В дороге мне все время чудилось, что я слышу галоп его коня, догоняющего нас. Я надеялась, что он остановит меня. Но, увы, он даже не вспомнил обо мне. Смотри, Диана, кто-то скачет сюда. Где
знал, что найду вас здесь. Барон поднял оленя и гонит его. Ты знаешь, с тех пор, как я в первый раз увидел барона, он помолодел лет на 20. Ему впору опять жениться. Не говори глупости. Вот Анжер, мой дорогой Реми. Здесь мы остановимся. А Меридор? Отсюда рукой подать до Меридора. Туда я направлюсь, как только мы устроимся. Как ты себя чувствуешь? Отлично, господин граф. Отлично. Тогда вперед! Эй! Эй! Господин главный ловчий, вы чем-то встревожены? Да, встревожен. Я беспокоюсь о судьбе своего господина монсеньора герцога Анжуйского. Не такое, знаете ли, сейчас время, чтобы можно было позволить принцам разъезжать по дорогам Франции без надежной охраны. Да. Хотя принц так храбр, я бы сказал, что он бесстрашен. Да, конечно. Хотя беспокоиться о нем у меня оснований не меньше, чем у вас. О ком? О его высочестве. Вот как? Это почему же? А вы что, господин де Монсоро, не знаете, что говорят? Что, он уехал? Говорят, что он умер. Умер? Но вы же сами говорили мне, что он в пути. Ах, господин де Монсоро, я настолько легковерен, что могу принять за чистую монету любую чепуху, которую мне наболтают. Но сейчас у меня есть все основания предполагать, что если даже он и в пути, то в пути на тот свет. О, мой бог, да кто же вам внушил эти мрачные мысли? Он вчера возвратился в Лувр, Так, но никто не видел, как он вышел откуда? из Лувра. Ну, а где же Арельи? Исчез. Ну, а люди принца, его слуги? Исчезли, исчезли, все исчезли. Вы меня разыгрываете, господин Шико, не так ли? Господин де Монсоро, узнайте об этом у короля. Ох, королям вопросов не задают. Но помните, господин де Монсоро, смотря как к этому подойти, узнайте. Как бы там ни было, я не могу оставаться больше в неведении. Относительно судьбы своего господина. Благодарю вас. Его Величество у себя. Мне нужно доложить об исполнении некоторых его приказаний. Его Величество только что направился к герцогу Анжуйскому. Значит, монсеньор герцог Анжуйский жив.
По-моему, сейчас он все равно, что покойник. Знаешь, Мажерон, наш друг Генрих Валуа действительно великий политик. Да. Он скрывал, что знает о заговоре. Значит, он боялся его. Так, Теперь он объявил о заговоре. Следовательно, он больше его не боится. вполне логично. А раз не боится, он накажет заговорщиков. Над ними будет организован судебный процесс. Да, это будет замечательное представление. Но на месте короля я не стал бы защищать знатные головы. Я пустил бы кровь одному из них. Или парочке. Но одному-то уж обязательно. А потом я утопил бы в сене всю мелюзгу. Под мелюзгой я подразумеваю фаворитов, всяких там бюллетнистов. Не отвечай, Марили. Все это не может относиться ко мне, а следовательно и к моим людям. Во Франции не потешаются над принцами крови. Разумеется, нет. С ними поступают гораздо серьезнее. Отрубают им голову. Ты просто кладезь мудрости, Мажерон. Беседовать с тобой одно наслаждение. Государь, я взываю к вашему правосудию. Здравствуй, Келюс. Ты прекрасно выглядишь. Благодарю вас. Просто сердце радуется. Ну а ты, Мажерон, как у тебя дела? Я погибаю от скуки, сир. Когда я взялся охранять вашего брата, государь, я думал, он гораздо занимательнее. Прискучнейший принц. Государь, вы слышите? Неужели это по королевской воле наносит оскорбление вашему брату? Замолчите, сударь. Если виновный в измене мой брат, он виновен вдвойне. Неужели наши семейные ссоры нуждаются в свидетелях? Вы правы, сударь. Друзья, оставьте нас на минуту. Я побеседую со своим братом. Я ждал этой минуты с нетерпением. Я тоже. Сядьте. Значит, ты покушаешься на мою корону. Ты сделал своим орудием Лигу, а целью трон. Тебя помазали на царствование в одном из гнусных закоулков Парижа. Вы не даете мне возможности высказаться. А зачем? Чтобы ты солгал? Ну что ж, говори. Скажи мне, почему ты изменник? И еще хуже того, растяпа. Брат, зачем вы осыпаете меня оскорблениями? Ты злоумышлял против меня, как в свое время злоумышлял против моего брата Карла. Только тогда ты воспользовался помощью короля Наварского, а нынче помощью Дегиза. Тебе не удастся погубить меня, Франсуа. Я бы хотел видеть тебя наедине со мной, со шпагой в руках. Хитростью я уже одержал над тобой победу, а в честном бою ты был бы уже убит. Не помышляй больше бороться со мной, ибо отныне я буду действовать как король, как господин, как деспот, и при малейшем подозрении я протяну к тебе свою руку, ничтожество, и брошу под топор палача.
Так значит, по подозрению, которое больше похоже на дурной сон, я оказался у вас в немилости. Более того, ты оказался у меня под судом. Прощай, Франсуа. Господа! Его высочество герцог Анжуйский попросил, чтобы я дал ему возможность подумать этой ночью над ответом, который он обещал дать мне завтра утром. Вы оставите его одного и время от времени будете навещать его. Не церемоньтесь с ним. Помните, что здесь находится заключенный и его стража. Но, государь, позвольте хотя бы вернуть моих слуг и моих друзей. Я оставляю вам своих в ущерб себе. Я безумно вас люблю. Клянусь вам, я готов умереть за вас. Я обожаю вас. Я знаю, что и вы меня любите, но если вы мне сейчас скажете уходите, то я уйду. Обещаю вам, что я уйду, и вы меня больше никогда не увидите. Нет, не уходите. Не могу без вас. Я ваша. Если не по закону, так по любви.
Кушай. Кушай. На вот, запей. Не хочешь? Тогда я запью. На, иди сюда. Закуси. Закуси. Опять не хочешь? Тогда я закушу. Давай, Допернон. Я больше не желаю идти с визитом к этому предателю. Но мне надоело просыпаться каждые 4 часа. Согласен. Ну что, Мажерон, все в порядке. Медведь в клетке, значит, все в порядке. Извините, Ваше Высочество, обход, служба. Да, пора. Мгм. Так. Сейчас поищем. Мажерон. Да. Тебе не кажется, что его высочество что-то замышляет? Ты уверен? Уверен? Я это чувствую. У меня чутье на это, как у охотничьего пса. О! Небеса помогают нам, Мажерон. Ты прав. Здесь пахнет врагами короля. Ваше Высочество, где вы их прячете? И... Мажерон, да. Я вижу чьи-то ноги. Они в сапогах? Кто? Ноги. Да. Тогда это мои. Никого. Ай-яй-яй-яй-яй. Вино. Не пей, Шамберг. Не надо. Точно. Оно у него наверняка отравлено. Ну вот, сейчас мы отрежем путь к отступлению. Отрежем. Так, кто там у нас? Мажерон. Да. Видел я однажды узника, пытающегося бежать через окно по веревке, скрученной из простыней. Ну и что? Бегство получилось полным. Как? Тело покинуло темницу, а душа от тела веревочка оборвалась. Оборвалась! Пошли! И вниз. Король приказал нам только присматривать за принцем, а не смотреть на него. Тем более, что в данном случае и смотреть-то не на что. Что здесь? Надо же!
Наш пленный медведь в ярости. Да нет, это он так развлекается, шалит. Ну да, это у них фамильная черта. Неужели я убит? Будь ты проклят, брат. В нашем деле главное бдительность. Этот враг, он хитер на выдумке. Да. Да, может быть и так. Но чтобы прорваться сквозь охрану 4 таких молодцов, как мы, мало быть хитрым. Да ладно. Пусть бежит. Да. Беги. Как бежит? А король? Зато нам предоставится случай поохотиться на принца крови. Да. В конце концов, мы охотники, а не тюремщики. Охотники, не тюремщики. А то его! А то его! Охотники, а не тюремщики. Идет. Охотники. Что это было? Монсеньор. Если вы хотите свободы и свежего воздуха, подойдите к аналою. Нажмите на левую розетку, поверните на себя правую. Откроется тайник. Там вы найдете лестницу. Ваш друг. Друг. Кто это друг? Осторожно, он укусит. Что тебе нужно, наглец? Ваше Высочество удостоило меня чести заговорить со мной? Ай-яй-яй-яй-яй. Что же вы здесь натворили? Неужели Ваше Высочество изволили гневаться? Ну где ты, Мажерон? Тебя что, медведь задрал? Ничего подобного. Мой медведь очень спокоен и совсем ручной. Извините, Ваше Высочество.
ведь очень хитрый зверь. Осторожнее. Благодарю вас, сударь. Не за что, монсеньор. Кто вы? Я ваш друг. Нам нужно спешить. По-моему, твой узник удушил себя с отчаяния. Прими мои поздравления, Генрих. Ты оказался политик гораздо лучше, чем я предполагал. А по-моему, нет. Здесь совсем другое дело. Господа король! Да что ты волнуешься, сын мой? Бежал. Генрих, смотри. Вижу. Я сойду с ума! Я сойду с ума! Шомберг. Шомберг, вы сойдете с ума? Да, сойду! У вас мания величия. Вам это не грозит. Почему? Боже, как мне умереть? Я заморю себя Панек, голодом! если вы хотите покончить с собой, это можно сделать гораздо проще. Воткните себе шпагу в живот. Что? Вот и все. Келиус, что вы делаете? Я мог! Дитя мой, перестаньте, перестаньте, у вас останутся синяки. Пусть останутся. Да уймитесь вы, господа! Прекратите! Вы понимаете, что это гражданская война? Кто помог ему? Кто дал ему лестницу? 10 тысяч IQ тому, кто назовет мне его имя, и 100 тысяч IQ тому, кто приведет его сюда, живого или мертвого. Я думаю, что это анжуйцы. Конечно, анжуйцы. Кому еще быть? Да, анжуйцы, Чумаев, побери. Смерть анжуйцам! Я прикажу повесить весь город. Смерть анжуйцам! Смерть анжуйцам! Всем анжуйцам! Наконец-то мы разделаемся с ним. Господа, сделаем так. Что все это значит? Святая Пятница. Это значит, что вы в безопасности. Это вы, Генрих. Вы мой освободитель? А что тут удивительного? Разве мы не союзники? Если бы вы не отказались стать во главе Лиги, а заняли бы это место, объединившись с моими врагами, я бы погиб. Поэтому, как только я узнал, что король покарал вас за неповиновение, я поклялся вытащить вас из Лувра.
Но кто узнал, что вы в Париже? Кто сообщил вам о моем несчастье? Ну, конечно, наша прелестная Габриэль. Государь, пора. Агриппа, черт тебя побери. Во что ты превратил лошадей? Ты почти загнал их. За лесом нас ждут свежие лошади. И мы сможем сделать дюжину лье без остановок. А это все, что нам нужно. Ну, куда вы меня везете, Генрих? Куда вам угодно, только быстрее. Я жду ваших указаний. Тогда в Анжер. В Анжер? Ну, конечно, в Анжер. Там вы будете у себя дома. А вы, кузен? Пока с вами. Возле Анжера я вас покину, поскочу в Наварру, где меня ждет моя милая Марго. Все такой же простак. Даже совестно его обманывать, право. Поезжайте, кузен, поезжайте в Анжу. Ну что ж, господин де Гиз, вы считаете, что ваша взяла, а я посылаю вам очень опасного компаньона. Берегитесь. Едем, господа. Действительно, пора. Матушка. Матушка, меня оскорбляют. Матушка, мне бросают вызов. От вас бегут только и всего. Как? Бегство вашего сына не кажется вам преступным? И достойным самого сурового наказания? Мой дорогой сын, свобода стоит не меньше короны. А тот, на кого вы жалуетесь, тоже мой сын. Оставьте материнские чувства. Мы знаем, чего они стоят. Если моя собственная мать не имеет ко мне сострадания, я найду советников, которые помогут мне разобраться в ситуации и отомстить за себя. Прощайте. Идите, возлюбленный сын, и да поможет Бог вашим советникам. Прощайте, матушка. Прощайте, Генрих. Одно только слово. Я не собираюсь советовать вам. Я знаю, что вы во мне не нуждаетесь. Только подумайте хорошенько, прежде чем приводить в исполнение советы ваших друзей. Конечно. Но ведь положение серьезное, не правда ли, государыня? Тяжелое, крайне тяжелое, Генрих. Кто? Кто его похитил? Что вы думаете об этом, матушка? Я думаю, это анжуйцы. Анжуйцы? Безумец. Ребенок. Что вы хотите этим сказать, государыня? Объяснитесь. К чему объяснять? Я всего лишь старая бестолковая женщина. Что такое мудрость стариков? Подозрительности только. Матушка. Ну, полно, сын мой. Невозможно, чтобы старая Екатерина дала сколько-нибудь подходящий совет. Если вы лишите меня поддержки, я прикажу вздернуть на виселице всех анжуйцев, которые сыщутся в Париже. Вздернуть на виселице всех анжуйцев? Да! Да, повешу, сожгу.
Мои друзья уже вышли на улицы города, чтобы переломать кости всем этим мятежникам. Упаси вас Бог сделать это! Они погубят себя, несчастные, но вместе с собой они погубят и вас. Но почему? Почему? Неужели вы думаете, что удастся поймать и повесить таких людей, как Бюсси? Антрагель, Варо, Риберак, не пролив при этом потоки крови? Пустяк. Лишь бы их убили. Если их убьют, но их не убьют. Это заставит их только поднять знамя мятежа. Они никогда бы не обнажили шпаги ради такого господина, как Франсуа. Но из-за вашей неосторожности они вынут шпаги из ножен. И ваше королевство поднимется против вас. Но если я не отомщу, все подумают, что я испугался. А раз это сделали анжуйцы, они заслуживают кары. Это сделали не они. Если не друзья моего брата, тогда кто же? Ваши враги. Вернее, ваш враг. Какой враг? У вас есть только один враг, и вы прекрасно знаете это. И у вас, и у вашего брата Карла, и у меня всегда был и есть. Один и тот же, беспрестанно. Вы хотите сказать Генрих Наварский? Да, Генрих Наварский. Но его нет в Париже. Откуда вы знаете, кто есть в Париже и кого в нем нет? Вы вообще ничего не знаете. Вы слепы и глухи. Генрих Наварский. Запомните, при любом бедствии, при любом несчастье, которое вас постигнет, не ищите виновного. Не любопытствуйте, не сомневайтесь, скажите только: это Генрих Наварский, и вы попадете в цель. О, это человек. Это меч, подвешенный Господом над домом Валуа. Вы считаете, что я должен отменить приказ уничтожить анжуйцев? Немедленно, не теряя ни минуты, бегите. И отмените его, иначе вы погибли. Открывай, проклятый анжуец! Открывай! Ты в ловушке! Открывай, негодяй! Риберак, ты слышишь меня? Открывай! Мажерон, я здесь!